Всем привет! Кто смотрит и кто нет. В сегодняшнем ролике мы сделаем, у нас будет практические занятия. Опять будем заниматься всякой фигней. А именно, короче, тут я восстановил, скажем так. Установил несколько топориков. Как топор обычно кончается, стачивается, люди их присылают, я навариваю лезвие и так далее. Да, к этому сперва руку приложил Андрей, но я немножко его все равно переделал. Так вот я. Андрюх, извини. Я ж топор отдавать буду, поэтому на мой страх и риск. Короче. Так вот. Значит, был тут разговор. Давно, правда. Я про него все время от времени вспоминал, забывал, вспоминал, забывал. Идея в чем? Разговор сводился, основная мысль его, что какой бы топор ни был, хоть как-то его закали, он будет либо крошиться, либо мяться при рубке костей. Не то, что топор это прям сугубо по дереву или по бумаге там, или что-то еще, но такая вещь, как кость, мощная, крепкая, здоровенная мостолыга, это топору не под силу. В любом случае будет крошиться, в любом случае будет мяться. Почему я об этом вспомнил? Потому что, прежде чем отправлять мне топоры заказчику, мне надо их протестить. Все ли получилось? А то я их отправлю, как мне показалось, красиво сделано, все. Может, не очень красиво. Я так себе делаю, сами знаете. Вот. Мне надо проверить, чтобы было хотя бы крепко. Чтобы лезвие не кололось, не крошилось, не ломалось. И вот я залез на чердак. Думаю, сейчас найду какую-нибудь или суковатую херовину, или найду, там, не знаю, текстолитины кусок старый какой-нибудь ненужный. Вот. Но тут нашел то, что мне, собственно, и напомнило об этом разговоре. А напомнило мне об этом разговоре то, что я сказал, говорю, были кости, а мы попробуем их порубить. Вот такая мостолыга. У меня там еще есть, я просто не стал все вытаскивать. Вот, они тут у меня в мешочке. Вот. Кость такая вот. Прямо ей можно... Слушайте, ей хорошая дубина. О, вот это надо на аватарку сделать. Достаточно страшно. Вот. Короче, пробуем рубать мостолыгу и смотрим, что получится. В рубке у нас участвовать будет. Тут еще вот я и свой топор заодно притащил. Там это из рессоры сделано. Эти топорики из шахи. Вот это тоже, по-моему, рессора Андрей приваривал. Вот. Итого. В рубке у нас участвует, на данный момент, масол. Похоже, говяжий. Вот не свиной точно. И плаха. Плаха та самая, что Андрей использовал для изготовления ножа болгаркой. Как помните. Так, на всякий случай надо, наверное, очки одеть. А то кости, говорят, крошатся. Даже вон рога рубишь, когда ножиком.
И то неприятно. Или маску надо было одеть вообще лучше. Так, давайте сейчас с мелких начнем. Ну, маленький самый. Лезвие ровное. Ну, где тебе начать? Ручки нету, потому что ручку не заказывали. Заказывали топор. Разрубили. То есть, видно, да? Причем сруб такой вот прямо гладенький. Давайте еще рубанем. Разлетаются мостолыги. Фу. Да, надо было маску одеть. Ни сколов, ни заминов. На всякий случай угол 26 градусов. Ну, чтоб не говорили, что это он заточен под это самое, под зубило. Ну, то есть топор, ну, такой. Сейчас попробуем, кстати, на бумажке. Ну, понятно, это не нож, но тем не менее. 26 градусов. Второй берем. Ну, здесь тоже где-то 25-26 градусов. Это побольше, который. Ух ты, блин. В руку отдается, падла. Блин, мостолыга какая жесткая. Ну-ка, как-то взять удобнее. Фу. Ну вот. Кость прилипла. Ну, кость как рога. Ну, видно, да? Это сейчас где у нас железочку возьмем. Вот. То есть это не мятина, не зазубрина. Это просто прилипла косточка. То же самое. Топор такой тесовый. Финский топор. Эти два из шахи. Фи, здесь мозги. C'est très mauvais temps. Этим колоть удобней. Вот два руба. Ну, он и сам потяжелее. То же самое. Нету никаких зазубрин. Но здесь угол где-то 32 градуса. Ну, сам топор такой. То есть он вот такой вот. Да, Андрюх, я его немножко переделал. Ну и, собственно, мой топор. Его я делал еще в той палатке. Делал его году, наверное, в 18-м. Вот этим топором, по-моему, я там рубил эти, как его, уголки железные.
Просто тоже костей у меня не было. Фу, как в говно наступаешь. Да, на рукоятке рубить приятнее, конечно. Вот. Здесь угол тоже что-то в районе 25-26 градусов. Ну, 25 среднее как бы. Вот. То есть топор острый. То есть это, причем, ну, как сказать, ну, не зубило. Сейчас. Понятно, в бумажку он не так будет бодро врезаться, тем более он уже на улице там постоял, но тем не менее режет. И тело такое тоже достаточно толстое. Вот. То есть я вообще как-то раньше не задумывался над тем, что топор обязательно должен садиться на костях. Ну, садиться он будет, особенно если вы много костей будете рубить. Но прям так, чтобы критично, не скажу. Вот. Я помню еще вот одним из топоров, ну не из этих, вот на этой ручке топор был, Андрей его показывал. Вот тем топором батя мой еще хрен знает когда рубил проволоку, рубил, которой пасынок к столбу примотанный. Вот. И как бы меня это, вернее, это не то, что как бы меня впечатлило. Это я запомнил в том плане, что батя вот разрубил проволоку, да, он там за несколько раз ее перерубил и сказал, вот топор хорошо сделан как, что даже проволоку рубит и не тупится. И он не покрошился, не смялся. Правда, он сточился с тех пор. Но это, я говорю, я еще здесь в школе учился. Вот. Это уж лет 30 назад, наверное, было, если не больше. Да больше. Лет 30 с копейками назад. И вот он сказал, что типа вот нож хорошо сделан, ой, топор хорошо сделан, не колется, не крошится. Я запомнил, что вот если железяку рубит, то вот. А вот поговорил с одним товарищем, он сказал, что это, ну, железяка это фигня, потому что железяка это там, ну, она как, может, она более вязкая, что ли. А вот кость, она хрупкая. И как-то, ну, я не помню, короче. В общем, это разного рода материалы, и на кости топор будет щербиться. Еще точно так же мне и в комментах писали, что на еловом суке тоже топор будет щербиться. То есть железяки твои это вообще равняком. Ну, блин, ребят, я не знаю насчет, как это, если железяку рубит, а на еловом суке садится. Нет, я понимаю, что я где-то что-то могу не понимать. Но, тут вот я настораживаюсь как-то. Вот. Что-то с моим пониманием не так. Нет у меня елового сука, конечно. Пум-пум-пум-пум-пум. Ну, ясень это ясень. Фанера это фанера. Это ничего. Короче, ладно. В общем, мостолыги рубит. Все топоры рубят мостолыги. Вот.
Причем это не куриные косточки. Это вот стенка какая. Блин, сейчас все это убирать теперь надо будет. Фи-фи. Да. В общем так. Короче, ролик вроде как достаточно короткий получился. Ну, оно и к лучшему. Что тут больше рассусоливать, если и так все понятно. Где тут отлетело? Ну, здоровая. Это Леня косой. Ну, здесь вот где эпифизы, эпифиз, он более такой, у него губчатое тело есть. Ну, не совсем губчатое тело, губчатое строение. То сейчас начнете писать тоже. Губчатое тело. Ну, хотя, может, не все и знают про губчатое тело. Вот. Ну, тем не менее. Короче, масталыху порубили. Порубили. Думаю, больше тут упираться не во что. Короче, все-таки железо крепче костей. Ну, иначе бы это так не работало. Не использовали бы топоры, наверное, для рубки костей. Ладно, всем пока. Пойду я дальше ковыряться. Вот. Увидимся.